Приветствую всех на нашем канале. Итак, моя супруга, большая любительница кальянов, использует вот такой вот аппаратик Vaporesa. В данном случае это недавно купленный 5-й мини. Просто потому что 3-й был утерянный. И у нее очень часто возникает проблема. То есть течет картридж. Вот он течет тут. Не знаю, плохо видно. Сейчас. Во. Есть в потеках таких. То есть все нормально. Она вот безникотиновую жижу туда заливает разных вкусов. Но через какой-то, причем разный промежуток времени, картридж начинает протекать. Я точно не могу сказать, почему это происходит. У меня только есть догадка. Картридж сам, понятное дело, дешевая. Эта штука копеечная. Ну что он, в опте там стоит 100 гривен, 99, если их заказывать несколько штучек. И, естественно, все эти, что там используются, прокладки, все, они тоже, ну, как бы не особого такого сильного качества. И поскольку моя супруга использует эти жидкости довольно сладкие, я пришел к такому выводу, что оно там просто от времени из-за этих сладких замесов разных просто залипает и начинает, как видите, протекать. Итак, чем это я лечу? Ну, для начала я использую вот такой вот обыкновенный шприц, куда я вставил для удобства от стержня гелевой ручки носик от самого стержня. Ну и понадобится вода. Такой нюанс. Эту жижу на ваше усмотрение вы можете откачивать, чем иногда я откачиваю. Сейчас найду, минутку. Вот, для откачивания можно использовать такую вот пипетку. Она продается. Это на Алиэкспресс, то есть такая вот пластиковая, копеечная, в общем. Не вопрос, ей откачать, это самое то, вот носик. Сейчас. Сюда вот вполне он вставляется и можно откачивать. Ну, вы знаете, скажу честно, я иногда даже не откачиваю то, что осталось, а просто промываю вместе с той жижей. Как это делается, сейчас могу показать. Итак, вот все это делаю я в умывальнике на даче, который вот сам прицепил. Набираю теплую, еще раз, теплую воду. Ну и вставляю вот сюда свой шприц. И промываю, естественно. Вот видно, как она течет. А отсюда еще не потекла вот с этих дырочек. Поэтому промываю еще. Во, уже начинает и отсюда постепенно течь. То есть минимум я делаю 3 промывки полным шприцом. Ну, а если не откачиваю жидкость, а тут она остается, эта жижа, тогда минимум 5. Ну, вот это уже 3-я была. Сделаю еще 2. Охота, чтобы отсюда лучше, с этих вот дырочек 2, чтобы лучше побежала. Да, он у меня на 8. О, этот на 0,8 Ома. Но вообще это не имеет значения. 0,8 Ома или 0,6. Текут они почему-то одинаково. Так, это уже, по-моему, 5-я. Ой, отсюда вот так уже шустренько водичка. Ладно, еще контрольных. Мне, честно сказать, не нравится, как отсюда вот течет водичка. Поэтому сделаю еще парочку. Чтобы было видно охота. Так. О, уже чудесно побежала с этих 2 дырочек водичка. То есть, когда закончили с промывочкой, вот надо продуть в эту дырочку, чтобы воды тут не оставалось совсем. Что я сейчас
И видите, звук такой, если вам слышно, не булькающий, ничего, то есть все выдуто. Ну, а теперь его где-то я вот на даче ложу, так чтобы было на солнышке. Вот сейчас еще тепло, только начало осени, то есть ложу на минимум на сутки. Ну, иногда забуду, есть запасной, и супруга использует его. Но вот минимум, чтобы пролежал сутки, не на самом солнце, естественно, а в тени, чтобы солнце на него не светило. То есть ложите в такое место, и минимум сутки он у меня лежит. А потом я его просто заправляю жижей и даю несколько минут, чтобы она пропиталась, и все, супруга использует. Так что положу его пока не сохнуть. Итак, пролежал он у меня не сутки, а двое. Я о нем забыл, был занят. Ну, на даче всегда есть чем заняться. Ну и сейчас буду его заправлять. Половину есть, ну ладно, хватит. Так, и постоять ему надо чуть больше, чем новому картриджу, то есть не 2 минутки, а минут 5 его оставить, чтобы пропиталась та вата, она после промывки, естественно, теряет свои первоначальные качества, то есть вот заправили, ну и на 5 минут его просто оставляем, чтобы тут, естественно, ничего не текло. Ну, все, смотрим. А точнее ждем 5 минут. Итак, опять я отвлекся. Прошло не 5 минут, а 25. Ну, это даже в плюс. Чем больше он постоит, тем лучше. Ну, как видим, стоит, не протекает. Можно его... Щелкну. Загорелось. И попробовать этот кальян. Значит, не полностью высох. Слышен такой храп. Угу. Это есть плохо. Так, не высох до конца. Или даже еще не пропитался. Одно из двух. То есть он не течет, но хрипит. Сейчас, пускай постоит еще немножко тогда. Так, простоял он у меня еще полчаса. То есть ничего не потекло. Ну, сейчас посмотрим, как оно. Ну, практически уже все нормально с ним. Ну, видно, да, он не до конца высох, думаю. Ну, что я в таких случаях делаю? Да, иногда бывает вот это хрип в картридже. Тогда я просто еще включаю на максимум, передвигаю, его на максималке. Несколько затяжек прогоняю, ну и тогда лучше. То есть, вот все как-то вот так вот простенько. Что я хочу вам сказать в заключении. Так, все у меня тут хорошо. Итак, в заключении я хочу сказать, что помогает не всем картриджам. Был такой даже не один, а 2. Сколько я не промывал, не сушил, он все равно тек. Только наполняю этой жижей безникотиновой, чтобы моя супруга заменяла свой любимый кальян. Он тут же течет. Да, таких мне 2 попалось. Еще нюанс. После вот этой процедуры с промывкой, данный картридж, ну, по-разному. Было такое, что один жил 2 дня. Это вот самый короткий срок жизни картриджа. Потом опять потек. Но если картридж не течет на 2-й день, это был один такой случай всего лишь. Да, потек сразу же, буквально. Если картридж не течет на 2-й день, а все нормально работает, то есть
На ночь я приучил супругу вынимать картридж, те, что после промывки, и ставить на бумажку. Тогда вот картридж живет от месяца до 3. Но самый парадокс в том, что и новые бывает также работает. И еще что, максимально 2 раза я делал промывку, то есть вот картридж я промыл, он отработал месяца 2. Я 2-й раз сделал промывку. И до месяца он не дотянул, просто сгорел, перестал работать. Ну, как-то вот. Перед тем, как закончить видео, хочу попросить тех, кому мой способ поможет продлить жизнь картриджу, написать в комментариях, на какое время вы продлили жизнь своему картриджу. Потому что тем, кому не поможет мой способ, они напишут и так. Ну а на этом все. Спасибо за внимание и до новых видео.